Океан в этот полдень казался застывшим зеркалом из расплавленного кобальта и сапфира. На многие мили вокруг не было видно берегов, лишь бесконечная гладь, где граница между небом и водой стиралась в прозрачной дымке зноя. Под этой обманчиво спокойной поверхностью бурлила жизнь, полная древних законов, тихих маршрутов и вечных миграций. Она плыла по этим теплым течениям уже не одно десятилетие. Морская черепаха с массивным, испещренным узорами панцирем знала язык подводных ветров, помнила песчаные отмели далеких атоллов и мягкое мерцание планктона в ночной глуши. Ее сильные ласты-лапы размеренно рассекали толщу воды, поднимая ее к поверхности лишь за одним — за спасительным глотком воздуха. Но несколько дней назад привычный мир раскололся. В толще воды дрейфовал призрак человеческой цивилизации. Клубок тяжелой, почти невидимой изумрудно-зеленой полимерной сети, брошенной или утерянной рыболовным траулером. Такие сети-призраки не гниют и не растворяются веками. Они превращаются в блуждающее орудие медленной смерти. Черепаха не заметила опасности. Один неосторожный взмах, и тонкие капроновые узлы захлестнули переднюю ласту. В панической попытке вырваться рептилия забилась сильнее, но это лишь затянуло петли туже. Сеть оплела шею, сковала панцирь, намертво спеленала вторую ласту, превратив сильное морское создание в беспомощного пленника. Каждый подъем к поверхности за воздухом превращался в мучительную пытку. Вес намокших веревок и водорослей тянул на дно. Силы были на исходе, дыхание становилось судорожным, а в древних глазах застыло тупое, покорное отчаяние. На борту парусно-моторного судна, мерно рассекавшего волны, стояла безмятежная вахта. Легкий бриз едва шевелил флаг на корме, а мотор ровно гудел, отсчитывая морские узлы. Команда наслаждалась штилем. Кто-то проверял снасти, кто-то вел наблюдение на мостике. Вдруг один из моряков вгляделся в горизонт. Примерно в 150 метров от борта на зеркальной поверхности показалось странное волнение. Это не было похоже на плавник акулы или игривый прыжок дельфина. В бирюзовой воде то появлялся, то исчезал темный ком, окруженный неестественно ярким изумрудным ореолом. «Эй, на баке! Гляньте на 2 часа!» — крикнул он товарищам. Капитан сбавил ход, и яхта плавно легла в дрейф. В бинокль стало отчетливо видно, в клубах брошенной снасти отчаянно бьется крупная морская черепаха. Ее голова с трудом высовывалась над поверхностью, рот судорожно ловил воздух, после чего тяжелая мокрая масса вновь утягивала ее вниз. В такие моменты размышления излишни. Океан не дает второго шанса. Еще час или 2, и обессилевшее животное просто захлебнется или станет легкой добычей хищников. Молодой моряк, не раздумывая ни секунды, сбросил обувь и футболку и ласточкой ушел за борт в прохладную синеву. Вода обожгла тело свежестью после палящего солнца. Моряк мощными грибками преодолел разделявшее их расстояние. Приблизившись к пленнице, он замер, чтобы оценить ситуацию и не испугать ее еще сильнее. Черепаха испуганно дернулась, захлопала свободным краем ласты, поднимая фонтаны брызг. Для нее любое крупное существо рядом сейчас олицетворяло угрозу. «Спокойно, дружище, тихо, я с тобой, держись», — тихо приговаривал парень, хотя понимал, что слова здесь — лишь способ успокоить собственное взволнованное сердце. Ситуация оказалась хуже, чем выглядела с палубы. Капроновые шнуры врезались глубоко в нежную кожу основания ласт, образовав плотный спутанный ком, обросший ракушками и бурыми водорослями. Разрезать такую сеть на плаву голыми руками было невозможно и крайне опасно. Можно было случайно поранить животное или самому запутаться в плавающих фалах. Нужно было поднимать черепаху на борт. Яхта подошла ближе,
и экипаж спустил за борт металлический трап. Спасатель, бережно придерживая тяжелый панцирь снизу и стараясь не создавать лишнего натяжения на сдавленные конечности, подплыл к лестнице. Наверху уже дежурили товарищи. «Принимайте! Держите крепче под брюхо!» — крикнул он снизу. Работая слаженно, команда аккуратно подхватила массивное тело рептилии. Совместными усилиями, превозмогая вес намокших сетей и самого животного, они бережно подняли черепаху на деревянный настил кормовой палубы. На досках палубы развернулась настоящая полевая хирургия. Черепаха, оказавшись в чуждой для себя сухопутной среде в окружении людей, запаниковала с новой силой. Ее мощные ласты скребли по дереву, голова втягивалась под край панциря. Ласты морских черепах пронизаны множеством нервных окончаний и кровеносных сосудов. Любое неосторожное движение лезвием могло вызвать сильное кровотечение или навсегда лишить ее способности плавать. «Держите ее с боков! Главное — зафиксировать панцирь, чтобы она не дернулась!» — командовал один из моряков, вооружаясь острым ножом с изогнутым лезвием. Трое членов экипажа склонились над пленницей. Один аккуратно удерживал ее тело, второй прижимал край сети, а третий, миллиметр за миллиметром, начал перерезать прочные синтетические волокна. Работа требовала предельной концентрации. Каждый капроновый узел приходилось поддевать пальцами, оттягивать от израненной кожи и только потом аккуратно перерезать. Запах тины и морской соли смешивался с жаром раскаленной палубы. «Вот так. Первая пошла», — выдохнул моряк, когда толстый пучок веревок лопнул, и одна из передних ласт распрямилась, освободившись от зеленого плена. Но главная опасность крылась с противоположной стороны. Там петли затянулись в мертвый узел, буквально впившись в сочленение. Руки спасателей действовали с максимальной нежностью. Они бережно распутывали каждый слой, отводя острый кончик ножа в сторону от тела. Еще несколько напряженных секунд, щелчок натянутой нити, и последний пласт злополучной сети с глухим звуком упал на палубу. Черепаха была полностью свободна. В ту же секунду на палубе воцарилось непередаваемое оживление. Животное, осознав, что удушающая тяжесть исчезла, забило ластами в воздухе. Это выглядело как настоящий радостный танец избавления. Сильные лапы совершали широкие плавные грибки, словно она уже парила в родных волнах. Моряки искренне улыбались. В их глазах читалась неподдельная гордость и радость, редкое чувство победы над слепой и несправедливой стихией человеческой небрежности. «Пора домой, красавица!» — с теплотой произнес парень, который первым прыгнул за ней в воду. Он снова спустился на нижнюю ступеньку трапа, почти касаясь ногами лазурной воды. Сверху ему бережно передали очищенную от мусора черепаху. Он обнял ее за гладкие края панциря, на секунду задержал в руках, чувствуя биение могучей первобытной жизни, и мягко опустил в прохладную воду. Коснувшись океана, черепаха на мгновение замерла, будто проверяя, не сон ли это, а затем, сделав мощный, грациозный взмах обеими ластами, устремилась в прозрачную толщу глубин. Она уходила на глубину, туда, где лучи полуденного солнца прорезали толщу воды золотыми столбами света. Моряк на трапе и вся команда на борту подняли руки, провожая ее взглядом и махая вслед. Яхта вновь легла на прежний курс, оставив за кормой пенистый белый след. На палубе остался лежать лишь мокрый комок срезанной зеленой сети, безмолвное напоминание о том, как хрупка жизнь в мировом океане. Каждый кусок пластика, каждая забытая леска и брошенная сеть представляют смертельную угрозу для обитателей глубин. Океан не может сам очистить свои просторы от следов человека. Но в тот день, благодаря смелости, чуткости и доброте нескольких моряков, одна прекрасная древняя жизнь вернулась в свой дом, свободной, невредимой и полной сил.